Ищете велосипеды по низким ценам? Вам отлично подойдет сайт velosklad.ru. На данный момент у них самый большой выбор модификаций велосипедов в России. Велосклад обеспечивает минимальные цены не только на велосипеды, но и на аксессуары, запчасти и экипировку. Магазин оперативно осуществляет доставку по Москве, а также доставляет велосипеды в более чем 150 городов России. Велосклад работает с конца 2004 года. Ссылочка на магазин будет в описании. Всем доброго времени суток! Меня зовут Руслан, и в этом ролике я расскажу, что и как нужно пить велосипедисту при езде на велосипеде. Итак, поехали! Подпишись. Во время велосипедной езды нужно серьезно отнестись к постоянному насыщению организма водой. Вода – это один из самых важных и необходимых компонентов для нормальной жизнедеятельности организма. Наверное, многие об этом знают, но внимания особого не обращают. При велосипедной езде нехватка воды усугубляется повреждением коленного сустава. Нужно не просто пить, а пополнять организм запасами солей и минералов. Об этом я уже рассказывал в предыдущем ролике, ссылку на видео вы сейчас видите на экране, а также она будет в описании. Именно для того, чтобы не навредить организму во время велосипедной езды, необходимо постоянно восполнять организм новым запасом жидкости. В 2010 году Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации по спортивному питанию, в которых было обозначено, что до тренировки спортсмены должны быть хорошо гидратированы, а во время тренировки потреблять достаточно жидкости, чтобы ограничить обезвоживание до уровня меньше чем 2% от массы тела. Велосипедисты должны постоянно пить, и это не вопрос комфорта, а жизненная необходимость. Что именно нужно пить велосипедисту? И на первом месте, конечно же, стоят изотоники. Изотоник – это спортивный напиток, восстанавливающий минеральный запас организма при длительных физических нагрузках. Он увеличивает выносливость и ускоряет восстановительные процессы в организме. В изотонике содержится оптимальное количество минералов и глюкозы. Он восполняет весь потерянный объем солей и гликена. Электролиты необходимы для полноценной работы нервных импульсов и сокращения мышц. На больших дистанциях необходимо пить большое количество насыщенной минералами жидкости, чтобы постоянно восполнять запас электролитов. В процессе тренировки организм теряет эти вещества вместе с жидкостью, поэтому их обязательно нужно восполнять. Для полноценного питья нужно возить с собой две емкости, в одну наливать изотоник, а в другую простую воду, и выдерживать промежутки в насыщении. Изотоник принимается каждые полчаса, а обычная вода с интервалом 5-10 минут. Количество жидкости сильно зависит от погодных условий, интенсивности тренировки и других факторов. Но рассчитывайте, чтобы у вас всегда было с собой примерно 600 мл воды на час катания. Немного отвлечемся и расскажу о выборе емкости для воды. Существуют различные фляги – алюминиевые, пластиковые, термофляги и так далее. Отличаются они удобством питья на ходу, многоразовым использованием и удобством крепления. Алюминиевые фляги обладают высокой износостойкостью, долговечные, но не совсем удобно из них пить. Алюминиевые термофляги отличаются тем, что дольше сохраняют комфортную температуру напитка. К примеру, осенью можно возить с собой горячий теплый чай, а летом в жару охлажденную жидкость. Фляги из пластика делаются из пищевого пластика, который практически не пахнет, не дает воде неприятный привкус и не оказывает вредного влияния на организм. Но не покупайте очень дешевые фляги. В их составе может быть большое количество вредного фенола. Такую некачественную флягу можно вычислить по резкому неприятному запаху. Термофляги из пластика имеют во внешнем слое прослойку, сохраняющую температуру жидкости. Здесь существует отличие от алюминиевых термофляг. Пластиковая держит либо тепло, либо холод, то есть вам нужно иметь две фляги для использования в любое время года. Флягу можно крепить на раме велосипеда с помощью специальных держателей или ложить ее, допустим, в боковой карман рюкзака. А также есть гидраторы, которые удобны тем, что имеют специальную соску, которая будет постоянно находиться рядом и не заставит вас совершать лишние движения. Специально для вас я подобрал несколько вариантов фляг и гидраторов, а также держателей для бутылочек. Поэтому загляните в описание и переходите по ссылкам.
Подробнее о выборе фляг и гидраторов я расскажу в следующих роликах, поэтому подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Идем дальше. Изотоник можно изготовить самостоятельно. Рецепты вы сейчас видите на экране, а также они будут в описании под видео. А также в напиток можно добавлять лимонный или апельсиновый сок. Но не смешивайте соду и сок, так как получится напиток неприятный на вкус. Состав изотоников весьма прост, но несмотря на это они очень эффективны. Регулярный прием этих напитков способен существенно повысить результаты тренировок. В США и странах Западной Европы подобные напитки принято покупать в магазинах в готовом виде. Благо производители предлагают широкую линейку на любой вкус. В России же модельный ряд изотоников крайне скуден. Эффекты, ожидаемые при использовании изотоников. На первом месте это поддержание уровня сахара в крови при физических нагрузках. Учитывая, что углеводы, в частности глюкоза, являются главным источником энергии человека, ее уровень в крови напрямую влияет на работоспособность и выносливость. Чем больше нагрузка на тренировки, тем быстрее падает уровень сахара. Следовательно, человек быстрее устает и теряет возможность заниматься. Присутствие в составе комплекса углеводов действительно помогает удерживать сахар в пределах нормы, поскольку несмотря на высокие нагрузки во время тренировки, человек получает новые порции глюкозы с каждым глотком напитка. Второй эффект – это предотвращение судорог и спазмов. Судорога – это непроизвольное сокращение мышцы, вызванное нарушением обменных процессов внутри организма. Причины нарушений могут быть разными, но наиболее часто встречающиеся – это недостаток в питании калия, магния и натрия. При регулярных физических нагрузках у человека возрастает потребность в витаминах, минералах, а также жидкости, которые принимают участие во всех обменных процессах. Прием изотоников предотвращает возможные последствия обезвоживания, в том числе оберегает от судорог и спазмов, поскольку в нем содержится некоторое количество витаминов и минералов. И третий, вероятно наиболее интересный эффект – это увеличение выносливости и производительности, а также силовых показателей. Как показывает практика, чаще всего люди пренебрегают самым нужным, а именно водой и углеводами. Почему это происходит, сказать сложно. Вероятно, у каждого человека в мире есть свое мнение насчет того, что ему нужно для результатов. Но факт остается неизменным. Отказ от воды приводит к всевозможным нарушениям в организме, а недостаток углеводов еще больше ухудшает общее состояние, поскольку телу не хватает энергии. В мире есть доказанная временем закономерность. Чем проще вещь, тем она полезнее. Если говорить про изотоники, то это стопроцентная правда, поскольку несмотря на простой состав, добавка обладает массой заметных плюсов, которые в совокупности не только улучшают спортивные результаты человека, а также помогают сохранить здоровье. Некоторые исследования показывают, что прием изотонических напитков обоснован только в том случае, если человек интенсивно занимается более 1,5 часов. Кроме того, если пить их в слишком больших количествах, можно вызвать проблемы с пищеварением из-за сильного повышения уровня солей. Напитки, содержащие натрий, как оказалось, эффективны только если занятие длится более 4 часов. В ином случае они просто бесполезны. Если человек употребляет такие напитки, не подвергаясь при этом значительным физическим нагрузкам, он может столкнуться с проблемой избыточного веса. Оказалось, что такие напитки сильнее влияют на прибавку в весе, чем злополучные газировки. Можно еще много говорить об этом напитке, но я не буду сейчас на нем акцентировать внимание. Единственное скажу, что злоупотреблять им не стоит. Все должно быть в умеренных количествах и только при силовых нагрузках. Не надо заменять воду только на изотоник, это уже может навредить вашему организму. Энергетики, в отличие от изотоников, служат для повышения уровня выносливости. Данный эффект достигается кофеином и таурином. После приема энергетиков учащается сердцебиение, повышается тонус, человек начинает испытывать прилив энергии. Но такая жидкость на длительных дистанциях может крайне негативно отразиться в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому без крайней необходимости лучше их не применять. Лучше заменить его на воду с лимонным соком.
Охлажденные напитки способны помочь организму не перегреваться. Их приятнее пить, и они могут взбодрить, что также влияет на производительность. Главное не экспериментировать с напитками во время важных соревнований. И помнить, что большое количество воды не означает лучшую производительность. Что не рекомендуется пить велосипедисту? Газированная вода плохо влияет не только на здоровье, но и на эффективность насыщения влагой. Сладкие соки. В этих напитках повышенное содержание сахара. Чувство жажды отпускает на несколько минут, а потом возникает с новой силой. Любой алкосодержащий напиток. Это верный способ преждевременно угробить ваш организм. Алкогольные напитки при велопоездках крайне негативно влияют на физическую выносливость. Внезапный прилив адреналина через несколько минут сменится абсолютно вялыми мышцами, и остаток пути в лучшем случае будет похож на каторгу. С моей точки зрения, самое правильное питье в дороге – это сочетание изотоника и воды. И не забывайте, что пить при езде на велосипеде нужно не тогда, когда вас начала мучить жажда, а каждые 15-30 минут по нескольку глотков. На этом у меня все. Надеюсь, информация была для вас полезной. Подписывайтесь на канал, а также ставьте лайки. Всем добра и удачи!